Если бы пару лет назад меня спросили, во что стоит инвестировать в ближайшие годы, я бы не задумываясь ответил в искусственный интеллект, потому что ни одна индустрия в мире не развивается настолько быстро, как сфера ИИ. Вы только посмотрите, что происходит с акциями Nvidia. Они выросли на 300% буквально за один год, за счет чего капитализация компании достигла 2 триллиона долларов и обогнала Meta, Google и Amazon. На сегодняшний день рынок искусственного интеллекта оценивается в 638 миллиардов долларов. Но по скромным оценкам этот показатель может превысить 2 триллиона долларов всего через 8 лет. И сомнений в том, что эта индустрия будет развиваться в ближайшие годы, нет. Ведь каждый месяц появляются новости, что Microsoft, Google или, например, Intel инвестируют миллиарды долларов в ИИ. И сейчас идет активная гонка за эти технологии. Ведь США и Европа уже запустили процесс создания правил для регулирования этого технологического сектора. И в начале года к ним присоединился Китай, который желает сделать ИИ полноценным направлением для применения в различные сферы до 2026. В начале этого года мир уже получил невероятную видеонейросеть Sora от OpenAI, а также очки Apple Vision Pro, что является большим прорывом для этого направления. Но я прекрасно понимаю, что акции Nvidia держат далеко не все, и мало кому удалось заработать 300% профита. Тем не менее, на крипторынке есть монеты на базе ИИ, которые прямо сейчас летят вверх не меньше, чем акции Nvidia, и именно об этих монетах я вам расскажу сегодня в видео, потому что пока на каждом углу обсуждают искусственный интеллект, это может стать вашим шансом заработать на будущем прямо сейчас. И это доказал наш прошлый ролик про ИИ, который выходил месяц назад. Ведь только одна монета AGX выросла на целых 260%. Как вы видите, это одни из самых перспективных монет на рынке. Поэтому если вы желаете, чтобы мы сняли еще один топ про токены на ИИ, поставьте этому видео 1000 лайков. Это действительно того стоит. И мы обязательно сделаем такой новый топ. За вашу поддержку заранее вам спасибо. А с вами Влад. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, друзья, как вы уже поняли, сегодня вас ждет очень интересное видео, в котором мы будем говорить о такой вещи, как искусственный интеллект, а также какие есть криптовалюты, которые напрямую связаны с этой технологией. Так вот, помимо того, что сегодня мы будем разбирать 4 самые лучшие монеты на ИИ, название 5-й бонусной монеты, которая входит в топ-30, сотрудничает с Alibaba Cloud, и ее цена выросла на 50% за месяц, вы можете узнать в нашем телеграм-канале, где мы уже выложили подробный пост, и кроме этого ежедневно продолжаем делиться только с самой полезной информацией и новостями, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не упустить рост 5-й монеты. Ну а прежде чем мы разберем другие 4 криптовалюты, я бы хотел вам рассказать, почему именно в рынок искусственного интеллекта мировые компании, как например Microsoft, инвестируют миллионы, а порой и миллиарды долларов. В видео, которое выходило больше месяца назад, я вам рассказывал про Всемирный экономический форум, на котором одной из главных тем для обсуждений стал именно искусственный интеллект. А все потому, что главной целью каждой компании является рост спроса на свою продукцию или услуги. При этом ИИ решает очень много проблем, чтобы тот самый спрос увеличить как можно больше. Благодаря этой технологии компании тратят гораздо меньше времени на такие банальные вещи, как, например, создание баз данных или проверка программного кода для какого-нибудь приложения. Элементарный пример ChatGPT от компании OpenAI, который сейчас насчитывает более 180 миллионов активных пользователей. Хотя это приложение существует только чуть больше года, а в конце декабря 2023 вообще было зафиксировано 1,6 миллиардов пользователей. То есть понятно, что спрос на данную технологию есть. Вот и мировые компании это прекрасно понимают, за счет чего инвестируют деньги в сектор ИИ. Но самым ярким примером стала компания Nvidia, которая показала, что всего за один год можно заработать 27 миллиардов долларов только за счет искусственного интеллекта. Поскольку спрос на графические чипы для ИИ растет сумасшедшими темпами, на прошлой неделе Nvidia сообщила о росте выручки на целых 265%. Если следовать данным 4-го квартала 2023 года, выручка Nvidia составила 22 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в 3-м квартале, и на 265%, чем в предыдущем году. За счет этого компания Nvidia не только вошла в топ-10 самых высококапитализированных активов мира, где, кстати, сейчас находится биткоин, а она заняла 5-е место, обогнав такие компании, как Meta, Google и даже Amazon. А если мы посмотрим на график, то увидим, что
акции Nvidia взлетели на 300% буквально за один год. Конечно, на крипторынке инвесторов сложно удивить ростом на 300%, ведь многие мемкоины растут и на 1000. Но для фондового рынка США это невероятно большой результат. И Nvidia стала новой Теслой. И кстати, если бы не Nvidia, то не было бы такой компании, как OpenAI и, соответственно, ChatGPT. Ведь именно Nvidia в 2016 году передала Илону Маску первый компьютер для ИИ. Как я говорил еще в прошлых роликах, сейчас абсолютно все большие компании инвестируют в ИИ. Это все те же мировые гиганты, как Facebook, Amazon, Microsoft, которая продолжает инвестировать в OpenAI миллиарды долларов. Ну и бесспорным лидером, который отправил в развитие ИИ более 30 миллиардов долларов, остается компания Google. Также Google активно заключает множество партнерств с компаниями из этого сектора. И вот буквально пару дней назад появилась новость, что Google заключила партнерство с платформой Reddit для совместного развития ИИ. К тому же Reddit еще до этого подали документы на IPO, потому что директоры платформы понимают, какой сейчас ажиотаж вокруг данной сферы. И это может стать лучшим моментом, чтобы привлечь новых инвесторов, которые желают заработать на искусственном интеллекте. Но самое интересное то, что сейчас новый капитал идет абсолютно во все, что связано с ИИ. И вы только посмотрите, что произошло с монетами, которые работают на базе этой технологии. 15, 20, 30, 40 и даже 60% чистого роста буквально за одну неделю. А если посмотреть на месячном графике, то рост многих таких токенов даже превышает 100 и 200%. И просто представьте, сколько будут стоить эти монеты, учитывая, что капитализация ИИ к 2025 году может превысить 750 миллиардов долларов. Лично я думаю, что потенциал на будущий рост есть, ведь он напрямую зависит от развития самой индустрии. И как с любой криптовалютой или акцией, самый большой профит достается тем инвесторам, которые зайдут в рынок по самой лучшей цене и купят первее всех. По своему опыту могу вам сказать, что это очень сложно, но если вы работаете с профессиональными аналитиками нашей подписки Coin22 Pro, то вы можете стать именно тем инвестором, который покупает первее всех по самой лучшей цене. Ведь команда наших аналитиков следит за рынком 24/7, чтобы заранее предоставить для вас лучшие точки входа по биткоину, эфиру, многим альтам, мемкоинам и даже по тем монетам, которые недавно появились на рынке. За счет такого простого формата на протяжении всей прошлой недели участники Pro фиксировали профит, как, например, от 40% на росте Atom, от 50% на лонгах по Optimism, от 80% профита на пампе NIR и на многих других монетах. В каждой такой сделке указана четкая точка входа и уровень для фиксации прибыли, а всем новичкам заранее предоставляется пошаговое обучение и полное сопровождение на всех этапах торговли. Поэтому пока перед активным движением рынок стоит на месте, переходите по ссылке в описании и становитесь участниками подписки Pro, чтобы уже сегодня открыть первые прибыльные сделки. Что касается монет на базе искусственного интеллекта, я бы хотел начать с одного интересного проекта SingularityNet, который был в прошлых двух видео про ИИ. А почему именно с него? Да потому что после нашего ролика 18 января его цена выросла на 260%. И обратите внимание, что именно на первой поддержке 24 цента я рекомендовал вам покупать эту монету. Прекрасно понимаю, что тогда не все успели купить Ajax, поэтому давайте разберем, будет ли он расти дальше. Напомню, что SingularityNet — это рынок искусственного интеллекта на базе блокчейна, где люди могут создавать, делиться и монетизировать свои услуги. Здесь пользователи могут просматривать, покупать и тестировать различные сервисы ИИ, а еще пользователи могут самостоятельно разрабатывать и продавать свои программы. Но также этот проект работает над созданием вот таких роботов, которые способны выполнять очень много действий. Одним из главных партнеров SingularityNet за последнее время стала интеграция с Dfinity Foundation в конце прошлого года. Эта компания, которая создала также не менее популярную монету ИИ под тикером ICP. А за счет того, что Dfinity Foundation в прошлом году запустили специальный грант в размере 5 миллионов долларов для всех разработчиков искусственного интеллекта, количество новых проектов, которые запускаются на базе SingularityNet, значительно выросло, что спровоцировало такой рост монеты. На дневном графике цена Ajax пробила новый годовой максимум на уровне 85 центов, и только за один месяц цена монеты выросла на 230%, а все благодаря
благодаря общему рынку ИИ, ну и конечно же максимально положительному отчету Nvidia. Тем не менее, вы можете увидеть, что уровень 85 центов постепенно создает сопротивление росту монеты. Это вполне нормально, ведь когда монету пампят на хороших новостях, рано или поздно ее цена корректируется к уровням справедливой стоимости. Конечно, цена может попробовать пробить $1, но мне кажется, трейдеры начнут фиксировать прибыль гораздо раньше. Поэтому если мы хотим купить эту монету, нам нужно рассмотреть коррекцию на 20%, и диапазон 60 или 50 центов может стать первой точкой для покупки. Но обязательно учитывайте, что такие монеты могут корректироваться и на более высокие проценты. Кстати, все свои сделки, а также покупку крипты я провожу на бирже OKEX. Ведь, во-первых, здесь самые низкие комиссии, а во-вторых, данная биржа является нашим официальным партнером. Поэтому проходите регистрацию по ссылке в описании и получайте множество бесплатных бонусов. Далее давайте рассмотрим новую монету, которая еще не была в наших топах, но ее потенциал на рост не меньше, чем у того же токена AGEX. Эта монета называется FED от проекта Fetch AI. По принципу работы данный проект похож на SingularityNet, ведь Fetch AI это DEX-платформа, которая обеспечивает безопасное, масштабируемое и экономически эффективное использование ИИ, одновременно используя блокчейн. И в данном случае организация Fetch AI также играет важную роль для масштабирования рынка ИИ, потому что через ее платформу начинают работать многие молодые проекты, которые развиваются в этом направлении. И здесь я бы хотел сразу сказать, что Fetch AI напрямую работает с одной из крупнейших инженерных компаний в Германии под названием Bosch. Эта компания выпускает строительные инструменты, бытовую и кухонную технику, а также много всего другого. Так вот, совместно эти две компании работают над тем, о чем я говорил ранее, а именно интегрируют искусственный интеллект, а также Web3 и блокчейн непосредственно в работу такой большой компании с годовой выручкой более 90 миллиардов евро. Также Fetch AI работает с крупнейшей компанией в Европе Deutsche Telekom. По размеру прибыли это четвертая телекоммуникационная компания в мире. И кстати, эти три компании Bosch, Deutsche Telekom и Fetch AI проведут совместную конференцию в Берлине с 26 по 29 февраля, где также будут уделять особое внимание сфере ИИ. Поэтому, возможно, данное мероприятие положительно отразится на цене монеты FED. На прошлой неделе цена пробила новый исторический максимум, выше $1, и за месяц рост составил 140%. Поскольку все монеты на ИИ выросли после отчета Nvidia 22 февраля, они демонстрируют очень похожее движение, и сейчас цена FED консолидируется выше ключевой поддержки на уровне $1. Конечно, чтобы продолжить рост, необходимо подпитывать восходящий тренд новыми положительными новостями, но поскольку сейчас их нет, ажиотаж может упасть и цена будет корректироваться после такого резкого роста. В качестве примера мы можем взять вот этот локальный цикл, когда цена упала на 30%, то есть нам заранее необходимо готовиться и выставлять свои заявки на покупку так, чтобы у нас был запас на просадку, ведь как вы видите, такие монеты не только растут на 100% за месяц, но и падают на 30-40% за неделю. Поэтому для первой покупки монеты FED можно рассмотреть локальный максимум предыдущего цикла, то есть диапазон около 80 центов, ведь вряд ли цена сможет удержать поддержку на уровне $1 в ближайшее время. Следующей нашумевшей монетой, которая больше всех связана с искусственным интеллектом, является WorldCoin от генерального директора компании OpenAI Сэма Альтмана. Про эту монету я рассказывал полгода назад, когда она только появилась на рынке. Но вкратце, чтобы все новые зрители понимали, что это за шар, я все-таки напомню базовые моменты. WorldCoin — это проект с открытым исходным кодом, основанный гендиректором OpenAI, и он направлен на упрощение системы идентификации и подтверждения личности за счет того самого шара, который сканирует радужную оболочку глаза. То есть за счет этой сферы, которая называется Orb, сканируется глаз любого человека, а после ему присваивается уникальный World ID. Это индивидуальный номер пользователя, с помощью которого он может авторизироваться в разных сервисах, которые поддерживают World ID. Сейчас таких сервисов совсем немного, ведь страны очень сильно беспокоятся за личные данные своих граждан. Но в будущем ситуация может измениться. На графике вы также можете увидеть, что цена монеты улетела на 340% вверх и пробила свой исторический максимум, выше $9. Но данный рост не так спровоцировал отчет Nvidia, как запуск новой нейросети от OpenAI для создания видео, которая называется Sora, а еще ее называют убийцей Голливуда, потому что она может за 1 минуту сделать любое видео, которое вы заранее пропишете текстом. За счет того, что VLD, в отличие от других монет, напрямую поддерживается главной компанией по развитию ИИ, его цена может дольше находиться в восходящем тренде, пока не пробьет ключевой уровень $10. Но если вы планируете покупать и ждать, пока монета не даст еще пару иксов,
то это лучше всего делать только на просадке. И в принципе вот этот диапазон может для этого подойти. Первую покупку можно сделать именно здесь, а после постепенно накапливать в зависимости от ситуации на рынке. Ну а завершает наше сегодняшнее видео настоящий рекордсмен, который вырос почти на 2000% за один год. И это монета Render. Про эту монету я вам также очень много рассказывал в наших прошлых топах. И если вернуться в ролик, который мы снимали 8 месяцев назад, вы увидите, что тогда токен Render стоил всего $2 и находился на 52 месте. Сейчас ситуация полностью изменилась, поскольку монета торгуется на уровне $7 и занимает 42 место в общем рейтинге. Самое главное, что вам нужно знать про Render, это то, что данный проект предоставляет услуги облачного рендеринга на базе графических процессоров, что сейчас очень сильно востребовано на рынке. В прошлом году проект Render полностью перешел на блокчейн Solana, хотя до этого работал на эфире. Также в своем отчете за четвертый квартал 2023 года компания Render отметила, что выход Apple на область XR с Apple Vision Pro стал драйвером спроса на интенсивные работы по рендерингу, которые были необходимы для улучшения картинки. И вообще Render очень давно работает с компанией Apple, особенно после создания отдельного приложения. Вся эта шумиха вокруг рынка ИИ очень сильно влияет на цену Render, и первым подходящим диапазоном для покупки может стать уровень $5, который цена протестирует во время локальной коррекции. И соответственно, если положительных новостей, связанных с ИИ, будет все больше и больше, то вы уже догадываетесь, как это будет влиять на цену таких монет. Поэтому наблюдайте за ними, пишите в комментариях, какие монеты есть у вас в портфеле, подписывайтесь на наш Telegram, чтобы не пропускать новости, и обязательно перед покупкой проводите свой анализ, чтобы принимать решение, стоит ли инвестировать в эту монету или нет. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся очень скоро. Всем желаю удачи, до скорых встреч!